Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где я вам показываю свои старые масштабные копии, и сегодня мы рассмотрим продукцию бренда Carrarama. И не так давно на втором канале я делал новую рубрику под названием «Бюджетники», где мы рассматривали 10 автомобилей от итальянского бренда Mondo Motors, и те модели в плане покраски и сборки хорошего качества, и их смело можно брать в коллекцию, и после некоторой доработки они будут смотреться ничуть не хуже, чем более дорогостоящие изделия. И вам подобная рубрика пришлась по душе, были пожелания о продолжении данной серии, поэтому сегодня мы ее продолжим. И здесь представлено два одинаковых внедорожника Chevrolet Niva, он же ВАЗ-2123, и эти модели уже сняты с производства в таком варианте окраски, но Chevrolet Niva встречается в открытой продаже в другом исполнении. Я видел автомобиль пожарной службы, милицейскую машину и обычные гражданские версии в красном и в синем цвете. Возможно, встречаются и другие цвета. И что касается бренда Carrarama, то это наглядный пример, как хорошо, относительно недорого можно делать модели. И слово «сделано в Китае» не всегда обозначает ширпотреб. И если мы посмотрим на современную китайскую продукцию, то независимо от ценового сегмента могут попадаться криво установленные детали, различные пятна клея, мусор в лакокрасочном покрытии. А на удивление, практически вся продукция Carrarama достойного качества исполнения. И у меня в коллекции собраны практически все ранние модели этого бренда. Они мне очень нравятся, несмотря на то, что Carrarama никогда не претендовала на коллекционное изделие. Это были обычные сувениры, просто попадающие в 43-й масштаб. И стоит отметить, не всегда у данного бренда модели точно соответствовали 43-му масштабу. Например, Volkswagen Passat был чуть крупнее, Unimog были чуть меньше, хотя у них был один Unimog в 43-м масштабе. И также, по-моему, автомобиль Volkswagen Жук был в 40-м масштабе. И, по-моему, автомобиль Застава был чуть крупнее, чем на самом деле. Но, возможно, я ошибаюсь. Уже давно не доставал эти модели из коробок. И что касается Chevrolet Niva, то в 43-м масштабе такую машину серийно больше никто не производит. Конечно, были машины от мастеров-одиночек, также какие-то конверсии на базе Carrarama. И я видел киты для самостоятельной сборки, но в плане проработки они не дотягивали до этого серийного изделия. И это модели 2005 или 2006 года. Уже не вспомню, когда и за сколько я их покупал, но это модели для российского рынка. Здесь также есть значок Bauer, это импортер продукции на территории Российской Федерации. И черный автомобиль я покупал, по-моему, в Санкт-Петербурге, красный автомобиль покупал в Москве. И на то время эти модели стоили в районе 100-150 рублей. Журнальная серия тогда продавалась за 300. И это более хороший и выгодный вариант для приобретения, и также, по моим наблюдениям, Carrarama со временем значительно прибавляет в цене. Например, ранние модели, у которых открываются дверцы, поворачиваются передние колеса, сейчас на аукционах продают за 30-50 евро. И эти модели активно раскупаются. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на внедорожники поближе. И если у вас будет интерес, я продолжу эту рубрику. И следующие модели мы рассмотрим от другого бренда. Например, Rostar. И можно посмотреть продукцию раннего Buraco. Так что обязательно оставляйте ваши комментарии. И здесь коробочка стандартного размера. Она оформлена в обновленном стиле для этого бренда. Есть значок Chevrolet, указан прототип Niva. Также на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Также есть памятка, гласящая нам о том, что эти модели сделаны по лицензии GM АвтоВАЗ. И также есть интересная надпись «Срок службы модели до 2015 года».
И, в принципе, дата уже давно прошла, а машина до сих пор не развалилась. Это еще раз показывает ее хорошее качество. Ведь зачастую те модели, у которых отведенный срок до 10 лет, разваливаются на втором-третьем году приобретения. Это касается и некоторых журнальных изделий, также продукции «Наш Автопром», ну и можно сюда отнести модели российского производства. И у первого автомобиля очень красивый, насыщенный, темно-красный цвет металлик, вторая машина в черном цвете, но автомобили оба смотрятся очень эффектно, и сложно сказать, какой из них мне нравится больше. И эта модель от Carrarama претерпела некоторые изменения. У меня ранние образцы, они немножко отличаются от более поздних моделей. И поздний вариант можно отличить по окрашенному запасному колесу. На ранних образцах запаска из пластика, окрашенного в массе. А других видимых изменений я не обнаружил. Единственное, на обновленном образце, может быть, добавили табличку на место номерного знака спереди. На этих образцах она отсутствует. Также здесь есть декоративная прозрачная табличка с указанием прототипа. Мелочь, но приятно. Это значительно украшает масштабную копию. И давайте открутим модель от подставки. Посмотрим, как она сделана снизу. И рассмотрим ее с других ракурсов. И также я вам покажу для сравнения второй автомобиль. Хотя здесь, повторюсь, помимо цвета, машины друг от друга ничем не отличаются. И странно, почему такой автомобиль больше никем другим не выпускался, ведь это в целом довольно популярная машина, и я думаю, многие из вас с ней знакомы не понаслышке, но почему-то производители обходят эту марку стороной. Ну, вот так выглядит черный внедорожник. Здесь красивый, насыщенный черный глянцевый цвет с мелким зерном. И издалека автомобиль выглядит, как будто это просто обычный черный, но при рассмотрении видно, что это металлик. И у этой модели нет открывающихся элементов, и, конечно, здесь очень мало навесных деталей. Но, тем не менее, из-за аккуратной покраски и сборки модель смотрится более чем нормально, особенно учитывая ее цену. Если вы посмотрите на элементы салона, то здесь все из пластика, окрашенного в массе, но тем не менее очень хорошая проработка сидений, панели приборов, рулевого колеса. Также здесь есть небольшие лепестки включения поворотников, дворников. И при желании вы можете самостоятельно окрасить салон, тогда модель будет выглядеть еще привлекательнее. Также здесь пластиковые дворники, возможно, их можно было сделать как-то более ажурно, но они смотрятся издалека тоже вполне нормально. Установлены пластиковые зеркала заднего вида, и на черном варианте зеркала не окрашены, на красном они сделаны в цвет кузова автомобиля. Точно такие же фары, точно такое же оформление передней части. Черной краской обозначены отверстия на капоте и в бампере. И также присутствует значок Chevrolet. И здесь очень хорошо сделана осветительная техника, несмотря на то, что присутствуют черные точки, так называемые рыбьи глаза, но они расположены в таком месте, что кажется, как будто это просто линза фары. Также здесь краской обозначены поворотники на передних крыльях. Очень хорошо смотрятся колесные диски, и также здесь, если вы присмотритесь, проглядывается тормозной суппорт и тормозной колесный диск, и довольно хорошие покрышки. Резина здесь мягкая, она не задубела, также не оплавила колесный диск, и это еще раз показывает о хорошем качестве материалов. Здесь довольно просто сделана нижняя часть, схематически изображен передний мост, раздаточная коробка, задний мост, также есть выхлопная труба. Эти детали при желании можно окрасить самостоятельно, и, конечно, есть два крепежных винта для закрепления модели к подставке. И указан прототип Niva Chevrolet.
и значок Honeywell, который нам говорит о том, что эти модели сделаны на этой фабрике. И Honeywell делает не только продукцию под брендом Carrarama, но и по заказу других компаний. Стоит вспомнить кразы от нашего автопрома, также некоторые модели от Oxford Models, и все эти модели отличного качества. Также, если вы посмотрите, здесь запаска сделана из пластика, есть серебристый колпак, задние фонари в виде прозрачных элементов, хотя вид портят нарисованные поворотники. И катафоты здесь обозначили красной краской, есть также небольшой шильдик с надписью Нива. Вот такие замечательные модели, которые я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. Если вы найдете их в открытой продаже, можете смело брать в свою коллекцию, и после небольшой доработки они отлично будут смотреться даже на фоне более дорогих изделий. И напишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции похожие модели, собираете ли вы продукцию Carrarama. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются самые разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!